Landini L25 – итальянский трактор 1950-х годов. Надежный и всеядный, он стал одним из самых массовых тракторов компании. Благодаря высокой тяге, низкой стоимости и простоте обслуживания он был востребован не только в Италии, но и за ее пределами. Всем привет! Сегодня мы рассмотрим историю создания, конструктивные особенности и технические характеристики трактора Landini L25. Компания Landini была основана предпринимателем Джованни Ландини в 1884 году в городе Фабрика, расположенном в провинции Реджо-Эмилия. Изначально она занималась производством оборудования для виноделия, однако со временем производство расширилось и компания наладила производство паровых котлов, двигателей внутреннего сгорания и локомобилей. В 1910 году Джованни Ландини создал свой первый нефтяной двигатель, который применялся в сельском хозяйстве для привода стационарных машин. В 1924 году он спроектировал сельскохозяйственный трактор, послуживший прототипом всех последующих тракторов компании – Landini 2530. Это еще не тот самый Landini L25, о котором пойдет речь в этом выпуске, но именно с таких моделей началась история тракторостроения компании Landini. Landini 2530 имел массу 3000 кг и был оборудован 7-литровым двигателем мощностью 30 лошадиных сил, который работал на тяжелом топливе. Расход составлял примерно 6-8 литров в час. Он применялся на вспашке полей, посеве культур, на транспортных и иных работах. Тираж был небольшой, всего несколько сотен штук. В 1930-х годах компания выпустила более мощные модели тракторов для средних и крупных хозяйств – Landini 40, Super Landini и Velita. Landini 40, как следует из названия, имел 40-сильный мотор объемом 11,7 литра. Масса трактора составляла 3500 кг, а скорость движения до 6 км в час. КПП была трехступенчатой. Расход топлива при полной загрузке достигал 12 литров в час. Кроме сельского хозяйства, он применялся и в строительных работах. Таких тракторов было выпущено около 1000 штук. На Super Landini был установлен одноцилиндровый двухтактный 50-сильный двигатель объемом 12,2 литра, также работающий на тяжелом топливе. В трансмиссии было 3 передачи вперед и 1 назад. Максимальная скорость трактора также достигала 6 км в час. Всего было произведено около 3300 экземпляров. Трактор Velita был полегче. Он весил не более 2500 кг и развивал скорость до 8 км в час. Его 30-сильный двигатель объемом 7,2 литра потреблял до 8 литров топлива в час. Velita был универсальным трактором для средних хозяйств, где он использовался для вспашки, посева, транспортных и вспомогательных работ. Тираж был совсем небольшой – несколько сотен штук. В 1941 году был выпущен Landini Buffalo, последний довоенный трактор компании. Он был оборудован 40-сильным двигателем объемом 9,1 литра. Расход топлива достигал 12 литров в час. Точных данных о количестве выпущенных тракторов Landini Buffalo нет, но скорее всего речь идет о сотнях экземпляров, поскольку Buffalo был специализированной машиной для крупных хозяйств и не был массовым трактором, как более поздние модели компании. После Второй мировой войны компании Landini пришлось восстанавливаться несколько лет. В 1944 году завод Фабрика серьезно пострадал во время бомбардировок. Полное восстановление производственных мощностей компании было закончено только в 1948 году. В 1951 году компания запустила в производство новую модель трактора, которая выпускалась следующие 12 лет – Landini L25. L25 был достаточно компактным и легким по сравнению с довоенными моделями трактором массой всего 1420 кг. Он был маневренным и подходил для различных сельскохозяйственных задач. Сердцем трактора стал одноцилиндровый горизонтальный двухтактный двигатель рабочим объемом 4,3 литра и мощностью 22 лошадиные силы. Топливо в нем воспламенялось не от сжатия, как в привычных нам дизелях, а от контакта с раскаленной металлической поверхностью внутри специальной камеры сгорания. В качестве топлива использовалась керосино-газоилевая смесь в пропорции 60/40. Диаметр цилиндра был 170 мм, ход поршня 190. Система охлаждения жидкостная. Процесс запуска и работы двигателя происходил следующим образом.
Сначала с помощью паяльной лампы головку двигателя нагревали до температуры 200-300 градусов, а затем вращали маховик. Во время такта сжатия поршень сжимал воздух в цилиндре, в том числе и в камере сгорания, после чего туда впрыскивалось топливо. При контакте с раскаленными стенками камеры топливо испарялось, смешивалось со сжатым воздухом и воспламенялось. Образующиеся горячие газы, расширяясь, выходили в цилиндр, заставляя поршень двигаться к нижней мертвой точке. В конце рабочего хода отработанные газы выходили в атмосферу, и цикл повторялся вновь. После запуска двигателя температура камеры сгорания поддерживалась за счет горения топлива. Трактор был оборудован механической коробкой передач, имеющей 3 передние и 1 заднюю передачу. Его трансмиссия позволяла развивать максимальную скорость до 15 км в час, что было вполне достаточно для обычных сельскохозяйственных работ. Трактор оснащался универсальной трехточечной навеской и валом отбора мощности. Он мог применяться на вспашке, культивации, посеве и междурядной обработке, а также для транспортных работ и привода стационарных машин. По желанию заказчика к базовой комплектации можно было добавить фронтальный погрузчик, позволяющий работать с сыпучими материалами, с сеном, бревнами, палетами и прочим грузом. Л-25 был оборудован электрической системой, в ранних версиях 6-вольтовой, в поздних 12-вольтовой, обеспечивающей работу передних и задних фар, звукового сигнала и амперметра. Но несмотря на это, пуск двигателя в большинстве случаев осуществлялся вручную. Трактор был настоящей рабочей лошадкой. Он мог работать на тяжелых почвах и справлялся с прицепами массой до 4 тонн. Его двигатель считался всеядным. Вместо керосиново-газоилевой смеси фермеры часто использовали дешевое тяжелое топливо или даже остатки нефтепродуктов, что снижало эксплуатационные расходы. При правильном прогреве головки двигатель запускался в любую погоду. Ломался трактор редко, но если это случалось, ремонтировался простыми инструментами. Landini L25 был особенно популярен среди хозяйств Северной и Центральной Италии. Здесь его использовали на возделывание зерновых культур и виноградников. В 1950-х годах Landini L25 выдержал конкуренцию с такими моделями, как Lance Bulldog, Porsche Diesel Junior, Eicher ED16, Fiat 25R и Ferguson TE20. По многим показателям L25 не уступал, а где-то даже превосходил их. Впрочем, по объему выпуска сравниваться с Fiat или Ferguson было тяжело. 8742 машины L25 против 45 тысяч у Fiat и 517 тысяч у Ferguson. Но все же это не помешало экспорту трактора за пределы Италии, в Испанию, Францию, Нидерланды, Бельгию, а также в страны Латинской Америки и Северной Африки. В 1956 году Landini L25 был модифицирован и получил приставку Super. На него установили форсированный до 28 лошадиных сил двигатель с улучшенной системой впуска, 4-ступенчатую коробку передач, усиленный задний мост и электрический стартер. Также при сотрудничестве с компанией Perkins появились прототипы с дизельными двигателями, однако массовое внедрение дизеля пришлось на более поздние модели. Landini L25 – это универсальный и простой трактор, ставший одним из символов итальянского тракторостроения 1950-х годов. Он отличался надежностью, ремонтопригодностью, возможностью работы с различными навесными и прицепными орудиями, а также доступной ценой. Благодаря этим качествам Landini L25 заслужил признание фермеров и занял достойное место в истории. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые серии, ведь впереди еще много интересного. Всем счастья, радости, любви. Пока!